Привет, армия. Почему встреча Таи с директором Селин внезапно вызвала немедленную реакцию Чингука? Это просто мода? Или за кулисами готовится что-то большее? Удивительные факты начали всплывать один за другим, и армия начала задаваться вопросом, может ли это быть признаком большого движения, которое изменит направление их пути? Париж снова стал свидетелем удивительного момента с одним из участников BTS, Ким Теуми, который в последние дни был замечен на закрытой встрече с важными фигурами в мировой индустрии моды и кино, а именно креативным директором Селин Хетти Слимейном. Утечка фотографий показала необычную близость, не только между знаменитостью и дизайнером, но и что-то более личное, более художественное, даже как будто это было дальновидное сотрудничество, которое было тщательно спланировано. Однако то, что удивило публику, было не только появлением Тайона на эксклюзивном мероприятии, это было то, что он сделал после этого. Менее чем через 24 часа после встречи, Тайонг загрузил черно-белую фотографию с загадочной подписью «Глава начинается снова в тишине». Предложение, казалось, сигнализировало, что встреча была не просто церемониальной или общественной, что-то было решено. Началась новая глава, но какая именно? Реакция Чингука еще больше накалила ситуацию. Вскоре после того, как пост Тайонг стал вирусным и широко обсуждался различными СМИ, Чингук загрузил короткое видео на платформу Weibo. На видео он был замечен в студии, уставившимся на экран, на котором воспроизводилась запись вокала, его лицо выглядело серьезным. В конце видео Чингук написал только одно предложение: «Иногда мы создаем музыку, чтобы ответить тишине». Многие интерпретировали этот пост как прямой ответ на заявление Таи. Означает ли это, что они общаются косвенно, или между ними происходит что-то более личное? Этот вопрос вызвал любопытство армии, особенно учитывая эмоциональную и художественную связь, которая за эти годы развилась между Тайонгом и Чингуком. Их близость не ограничивается только дружбой перед камерой, но также отражается в их работах, в эмоциональной поддержке, которую они часто демонстрируют открыто, даже в тишине. Итак, является ли встреча Тайонга с директором Селин началом совершенно нового сольного пути, и как реакция Чингука отражает потерю, беспокойство или даже художественную ревность? Если мы посмотрим на карьеру Тайонга в мире моды, Селин – это не просто обычный модный дом, Тайонг давно известен как икона моды с мировой известностью. Но его встреча с Хеди Слай была не только об одежде. Слай – режиссер и фотограф с очень кинематографическим художественным подходом. Он известен тем, что работает с художниками, которые имеют глубокое визуальное и музыкальное измерение. Он не просто занимается стилем, они переосмысливают образ художника посредством междисциплинарного сотрудничества. Тот факт, что Тайонг провел много часов наедине со Слейном, вызвал большие предположения о том, что они готовят экспериментальный кинопроект, глобальную модную кампанию, или даже что-то большее, возможно, визуальный альбом с кинематографическим подходом. Анонимный внутренний источник сообщил, что встреча длилась не только 2 часа, но и продолжалась до вечера, между Taeyong, творческой командой Селайн, и третьей стороной, предположительно из независимого европейского агентства, которое обычно занимается музыкальными, документальными и кинопроектами. Один из членов команды рассказал, что они обсуждали тему близости и утраты в публичном мире, тема, которая идеально соответствует характеру Taeyong, который часто играет с двусмысленностью между красотой и одиночеством. Реакция Джанкук становится еще более актуальной, если учесть, что, несмотря на то, что они находятся на разных путях в своей сольной карьере, все еще есть общая нить, которая объединяет их работу: глубокие эмоции, художественные визуальные эффекты и сильные лирические нюансы. Джанкук, который был занят в своей студии, внезапно проявил молчаливую, но сильную эмоцию, как будто давая личный ответ на поступок Taeyong. И это не останавливается. На следующий день фанаты обнаружили, что Чингук подписался на личный аккаунт Хеди Слимина в Instagram. Это удивило многих, поскольку Чингук, как известно, очень избирателен в выборе подписчиков. Это привело к 2 основным теориям среди фанатов. Во-первых, Чингук пытался догнать или узнать больше о том, над чем работает Тайонг, или, во-вторых, что он может быть вовлечен в тот же проект. Но правда ли это, или между ними происходит тайный конфликт? В недавнем интервью Vogue Korea, проведенном перед встречей с Селин, Тайонг упомянул, что чувствует, что находится на этапе своей жизни, когда он подвергает сомнению свою артистическую идентичность. Он сказал: «Я не хочу, чтобы меня помнили только как часть чего-то большого, я хочу, чтобы меня помнили за то, что я создал сам».
Это заявление, если его прочесть сейчас, кажется явным намеком на то, что Тайонг готовится сформировать новую идентичность, отдельную от тени BTS. Означает ли это, что он готовится уйти? Нет однозначного ответа, но фанаты связали это со слухами о решении Тайонга не продлевать свой эксклюзивный контракт со своим бывшим агентством после окончания военной службы. Сообщается, что он создает свою собственную независимую творческую команду, как сообщается, ведет переговоры с несколькими европейскими продюсерскими домами. Тем временем, Чингук, похоже, выбирает другой путь. Он более активен в Корее и Соединенных Штатах, участвует в совместных музыкальных проектах, становится мировым послом бренда и, как сообщается, находится в процессе создания своего второго альбома. Однако, внезапная встреча Тайонга со Слейном и его предполагаемый визуальный проект, безусловно, повысили ставки, и для некоторых фанатов кажется, что между двумя фигурами, которые давно известны как неразлучные, постепенно формируется эмоциональная дистанция. Действительно ли между ними есть напряжение, или это просто фаза, когда два великих артиста начинают идти разными путями, которые в конечном итоге сведут их вместе с большей силой? Эта ситуация разделила армию, некоторые полностью поддерживают шаг Тайонга и видят в нем здоровый процесс художественного поиска, в то время как другие беспокоятся, что разница в направлениях между Чингуком и Тайонгом может привести к столкновению ценностей, даже эмоциональному разрыву в их отношениях. Интересно, основная фан-база в Японии заявила, что скоро будет большое объявление о дебюте одного из участников BTS в форме короткометражного визуального фильма, и имя Тайонга упоминалось в слухах. Среди безумия информации, быстро распространяющейся в социальных сетях и онлайн-порталах, общественности важно сохранять бдительность в отношении любых историй, которые завернуты в эмоциональный язык, полный кликбейта и высокой сенсационности. Статьи, подобные приведенные выше, хотя и созданы так, чтобы выглядеть как достоверные новостные репортажи, на самом деле не основаны на проверенных фактах или официальных заявлениях соответствующих сторон. Поэтому следует подчеркнуть, что эта новость не соответствует действительности и не может использоваться в качестве справочного материала для получения точной информации об отношениях между Тайонгом, Чингуком или любом сотрудничестве с режиссером Силайн. На момент написания этой статьи не было официального подтверждения от агентства BTS, лейбла HYBE, или от Селин или Эдди Слимана относительно какого-либо визуального проекта, фильма или особого сотрудничества между Ким Тайонгом и модным домом Силайн, включающего тип художественного направления, как утверждалось ранее. Фотография встречи Тайонга с режиссером Силайн действительно настоящая, однако контекст заключается в его статусе посла бренда и эксклюзивного гостя на модном мероприятии, не для кинематографического проекта или визуального альбома, как в повествовании. Аналогично, пост Чингука описывается как прямой ответ на действия Тайонга. Это односторонняя интерпретация без веских доказательств. Никогда не было никаких заявлений, намеков или явных действий со стороны Чингука, которые показывали бы, что он отреагировал на Тайонга с Селин. Такие интерпретации являются исключительно домыслами фанатов, которые развиваются и приукрашиваются так, чтобы казаться фактическими. Также важно понимать, что в индустрии развлечений, особенно в поп, артисты живут сложной профессиональной и личной жизнью, взаимодействуют, сотрудничают, и их посты в социальных сетях часто чрезмерно интерпретируются посторонними, которые не имеют доступа к реальному контексту. Это становится плодородной почвой для домыслов, теорий заговора и фейковых новостей, которые в конечном итоге широко распространяются и наносят вред многим сторонам, включая самих артистов. BTS как группа с миллионами поклонников по всему миру всегда были легкой мишенью для чрезмерно драматизированных повествований, и тот факт, что они в настоящее время служат в армии, создает пустоту в их публичной деятельности, которую легко заполнить беспочвенными слухами. В этом случае нет никаких доказательств того, что встреча Тайонга с командой Силайн оказала эмоциональное влияние на Чингука или отражает творческую дистанцию или скрытый конфликт между ними. Напротив, отношения между участниками BTS известны как прочные, каждый поддерживает друг друга как в сольной карьере, так и в групповой деятельности. Они неоднократно заявляли, что их дружба и доверие не будут поколеблены соответствующими путями друг друга. Следовательно, выводы о том, что Тайонг дистанцировался от BTS или что Чингук эмоционально ранен, являются спекулятивными и вводящими в заблуждение утверждениями. Еще одна вещь, которую необходимо подчеркнуть. Нет никаких достоверных источников, которые подтверждают повествование в предыдущей статье, нет официальных интервью, прямых цитат или проверяемых данных.
Даже источники, которые называются анонимными, имеют неясное происхождение и не могут быть проверены журналистами. Это явно нарушает основные принципы этической и ответственной отчетности. Следовательно, армия и более широкое сообщество должны быть более осторожными и не поддаваться на провокации информации, которая вызывает эмоции, клики и дебаты. В цифровую эпоху фейковые новости и вымышленные истории могут быстро сформировать неправильное общественное мнение, если на них не реагировать критически и объективно. Важно понимать, что новости, утверждающие об эмоциональном конфликте между Тайонгом и Чингуком после встречи с директором Си Лайн, не соответствуют действительности и не основаны на фактах.